Дитя мое, слушай внимательно, ибо в этот миг я обращаюсь прямо к твоему сердцу. Ты наткнулся на это послание не случайно, не из любопытства, не по воле случая, а по божественному промыслу. Ты искал знак, шепот, подтверждение того, что буря вокруг тебя – это еще не конец. Ты жаждал чуда, прорыва, перемены, которая кажется почти сверхъестественной, чтобы в нее поверить. И вот, когда ты слышишь мой голос, перед тобой начинает открываться священная дверь. Но пойми, то, что я собираюсь открыть, требует твоего полного внимания. Не отворачивайся. Не останавливайся. Не слушай легкомысленно. В эти мгновения вплетена священная тайна, ключ, который откроет благословение, ожидающее подходящего часа, чтобы коснуться твоей судьбы. Если ты пропустишь хотя бы одно слово, ты можешь пропустить трансформацию, зарождающуюся в невидимом. Вы взывали к изобилию. Вы молили о помощи. Вы задавались вопросом, слышу ли я еще безмолвную молитву, погребенную в глубине вашего измученного духа. Вы взглянули на свою ситуацию и спросили себя, действительно ли вам суждено идти по этому миру, где нехватка преобладает над богатством, больше слез, чем побед, больше битв, чем наград. Но услышьте меня сейчас, вы стоите на пороге неожиданного урожая, который начал формироваться задолго до того, как вы ощутили тяжесть своей нынешней борьбы. Вы всего в нескольких минутах от того, чтобы получить ответ, уготованный вам с самого начала. Оставайтесь со мной до последнего слова, потому что необходимое вам откровение будет дано только в конце. И то, что я открою тогда, будет подтверждением, о котором ваш дух так взывал. Я собираюсь вытащить вас из того места, где страх нашептывал ложь в ваши мысли. Я собираюсь разорвать цепь, заставлявшую вас сомневаться в собственной ценности, в своем призвании, в своем наследии. Но вы должны слушать с верой, потому что то, что я говорю сейчас, не просто ободрение, это момент завета. Вы собираетесь войти в перемену, о которой многие молятся, но никогда не осознают ее наступление. Я открываю дверь, которую не может закрыть никакая тьма. Я влагаю в ваши руки ключ, который откроет богатство, благословение, исцеление и восстановление, всегда бывшие частью вашей судьбы. Но этот ключ будет открыт только в конце этого послания. Оставайтесь до последнего заявления, потому что оно несет в себе безошибочную печать вашего преображения. Вы чувствуете, как вокруг вас сжимается давление, потому что вы стоите в последнее мгновение перед чудом. Давление предшествует рождению. Тьма предшествует рассвету. Нехватка предшествует изобилию. Вы были верны, даже когда чувствовали себя забытыми. Вы цеплялись за надежду, даже когда ваше сердце трепетало. Вы пережили ночи, которые, как вам казалось, могли сломить вас. И именно поэтому, благодаря невидимым семенам, посеянным вами в эти тихие часы, вы собираетесь пожинать обильный урожай. Но не позволяйте отвлечению увести вас. Не позволяйте сомнениям украсть это слово. Грядет божественное откровение, но вы поймете его полностью только тогда, когда все откроется в конце. Дитя мое, я приглашаю тебя на личную встречу. Мир, возможно, не заметил тебя. Люди, возможно, недооценили тебя. Обстоятельства, возможно, сокрушили тебя. Но я, твой Бог, выбрал именно этот момент, чтобы поддержать тебя. Оставайся со мной. Пройди со мной каждую строчку. Ты поймешь, почему это послание дошло до тебя сегодня. Ты поймешь, почему твое сердце трепещет уже сейчас. И ты поймешь обещание, которое я приготовил для тебя в конце, то, которое подтвердит, что твоя трансформация уже началась. Дитя мое, теперь, когда твое сердце открылось моему голосу, мне нужно, чтобы ты пошла со мной глубже в истину, которой ты живешь.
Ты несла бремя, которое, кажется, никто вокруг не замечает. Ты молча боролась, притворяясь, что все в порядке, в то время как твоя душа трепещет под давлением. Я видела, как ты сидишь без сна по ночам, уставившись в потолок, и гадаешь, как долго ты сможешь выдерживать этот цикл нужды, который следует за тобой, словно тень. Ты удивляешься, почему богатство, к которому ты стремишься, всегда кажется недостижимым, почему изобилие кажется обещанным всем, но тебе его не хватает, почему благословения, кажется, падают к ногам тех, кто даже не ищет меня, в то время как ты, искренне молящийся, все еще с трудом дышит под бременем финансовых бурь. Это послание снимает этот скрытый слой, обнажая боль, которую ты так глубоко спрятала. Ты должна прислушаться, потому что именно в этот момент старые шаблоны рушатся. Вы стояли на поле боя, где враг нашептывал, что у вас нет никакой ценности, нет будущего, нет наследства в этом мире. Вы смотрели на свои пустые счета, на бесконечные счета, на ответственность, тяжестью висящую на ваших плечах, и приходили к выводу, что, возможно, ваша судьба меньше, чем мечты, которые вы когда-то лелеяли. Но я говорю вам сейчас, ваша судьба никогда не уменьшалась. Ваше видение просто было затуманено беспощадным давлением выживания. Бедность окутала вашу личность, убеждая вас, что богатство для других, но не для вас. Несчастье пыталось ожесточить ваше сердце, убеждая вас, что ваши молитвы возносятся, но остаются без ответа. Но если бы вы могли видеть то, что вижу я, если бы вы могли наблюдать сверхъестественное движение, уже происходящее вокруг вас, вы бы поняли, что вас не наказывают, вас готовят. Бывали дни, когда ты чувствовал себя покинутым мной, когда жизнь била тебя так сильно, что ты сомневался, иду ли я все еще рядом с тобой. Бывали моменты, когда в конце месяца ты затаивал дыхание, надеясь на чудо, которое покроет то, что твои руки не могли. Ты стоял перед закрытыми дверями, и каждый раз, когда ты стучался, тишина за ними заставляла тебя задуматься, действительно ли я намерен дать тебе прорыв. Но бедность никогда не была твоим заветом. Недостаток никогда не был моим обещанием. Твои страдания никогда не были твоей судьбой. Ты был создан с наследством, божественным уделом, путем, предназначенным для изобилия и богатства, которое умножается, а не исчезает. Но услышь меня, дитя мое, ты не сможешь перейти в следующий сезон, пока не осознаешь всю глубину пережитого. Не уклоняйся от своей боли, назови ее. Ты знаешь, каково это прятаться за улыбкой, когда твое сердце разрывается. Ты знаешь, каково это притворяться сильным, потому что никто другой не может позволить себе развалиться. Ты знаешь, каково это растягивать то немногое, что у тебя есть, надеясь, что этого хватит еще на один день. Это не слабость. Это признак избранного сосуда, того, кто предназначен нести могущественное благословение, пережив штормы, призванные уничтожить меньшие души. Я не забыл твои жертвы, твои безмолвные слезы, твою готовность оставаться верным, даже когда все вокруг, казалось бы, рушится. И поэтому мне нужно, чтобы вы полностью присутствовали в этом послании. Возможно, вы думаете, что понимаете, к чему все идет, но вы пока не видите всей картины. Грядет нечто, откровение, которое не только объяснит ваше прошлое, но и откроет ваше будущее. Прежде чем я открою его, я хочу, чтобы вы остановились на мгновение, не для того, чтобы прервать поток, а для того, чтобы укрепить завет между нами. Если это послание обращается к вам, если что-то внутри вас пробуждается, если ваш дух узнает мой голос, тогда я прошу вас поставить лайк этому видео. Это не для тщеславия, не для количества, не для привлечения внимания. Это акт согласия. Это заявление о том, что вы принимаете то, что говорится. Это знак того, что вы готовы к преобразованию, к которому я вас готовлю. Ваш простой поступок укрепляет связь между вашим сердцем и моим обещанием.
Теперь вдохни и оглянись на прожитую тобой жизнь. Взгляни на повторяющиеся схемы. Упущенные возможности. Неожиданные предательства. Работа, не отвечающая твоим ценностям. Отношения, которые отнимали больше, чем давали. Неудачи, которые возникали именно тогда, когда ты думал, что все наконец-то меняется. Все это произошло не потому, что ты был проклят. Все произошло потому, что враг знал о масштабе твоего призвания задолго до того, как ты сам это понял. И каждый удар по тебе был направлен на то, чтобы заставить тебя сдаться, заставить принять судьбу, предусмотренную заветом, который я дал тебе. Вы прошли через финансовые пустыни, которые должны были утопить вас в безнадежности. Вы пережили моменты, когда считали каждую монету и молились, чтобы этого хватило. Вы сталкивались с чрезвычайными ситуациями, которые возникали из ниоткуда, угрожая той крошечной стабильности, которую вы так боролись за создание. И я видел все это. Я видел, как вы сохраняли веру, даже когда обстоятельства были для вас издевательством. Я видел, как вы продолжали молиться, даже когда ответы, казалось, откладывались. Я видел, как вы жертвовали, даже когда ваши собственные руки были пусты. И благодаря тому, что вы сохранили верность в бурю, вы теперь стоите на пороге священного поворота. Но прежде чем я расскажу вам о грядущем, прежде чем я открою вам, как ваша жизнь повернется в столь неожиданном, столь божественном направлении, столь безошибочно предначертанном моей рукой, мне нужно, чтобы вы поняли, почему давление в последнее время стало таким сильным. Духовный мир реагирует, когда вы приближаетесь к новому сезону. Когда приближается жатва, враг усиливает хаос, чтобы заставить вас повернуть назад. Но вы не повернулись назад. Вы преодолели уныние. Вы устояли перед отчаянием. Вы выдержали духовную войну, которая сокрушила бы человека без вашего сердца. И, выдержав это, вы подготовили себя к сверхъестественному преображению. А теперь слушайте внимательно. Эта часть вашей истории все еще разворачивается. Напряжение, которое вы чувствуете, не знак конца, это знак начала. Именно там, где вы чувствуете себя наиболее побежденным, вот-вот проявится мое благословение. Трещины в ваших финансах, нестабильность в доме, тяжесть в вашем духе – все это станет теми местами, откуда пробьется мой свет. Но чтобы понять, как вы подниметесь, вы должны услышать то, что будет дальше. То, что я открою в следующей части, раскроет истину, скрытую в вашей борьбе, истину, которая объяснит все, что было утаено, и все, что вот-вот вырвется в вашу жизнь. Оставайся со мной. Не отворачивайся. Следующее откровение раскроет что-то внутри тебя. Дитя мое, теперь, когда твой дух открылся истине пережитого, я должен провести тебя в глубину твоих ран не для того, чтобы мучить тебя, а чтобы раскрыть священный узор, который я формирую в твоей жизни. Слушай меня честно, потому что ты не сможешь достичь изобилия, не столкнувшись с долинами, которые тебя сформировали. Ты шел сквозь тени, которые мало кто замечал вокруг. Ты вел битвы, о которых никогда не говорил вслух. Но прежде чем твой прорыв станет явным, мне нужно задать тебе вопросы, которые пронзят те места, где ты притворяешься сильным. Я прошу их не ранить тебя, а пробудить. Скажите, сколько раз вы чувствовали себя невидимым, даже находясь в окружении людей? Сколько мгновений вы стояли посреди бури, спрашивая себя, есть ли кому дело до того, что вы тонете? Как часто вы плакали за закрытыми дверями, потому что бремя финансового бремени казалось тяжелее, чем вы могли выдержать? Сколько ночей вы шептали молитву не о богатстве, не об изобилии, даже не о чуде, а просто о силах прожить еще один день? Загляни в свое сердце и ответь мне честно, сколько раз ты сомневался в своей ценности, потому что не мог обеспечить себя так, как хотел?
Сколько раз ты чувствовал себя виноватым из-за недостатка? Сколько раз ты избегал смотреть на цифры, потому что они напоминали тебе о том, чего тебе не хватает? Сколько раз ты подавлял свои мечты, опасаясь, что они лишь напомнят тебе об упущенных возможностях? Дитя мое, эти вопросы и не обвинения, а откровения. Мне нужно, чтобы ты ответил им, потому что в них ключ к твоей трансформации. Позвольте мне задать вам еще один вопрос и глубоко проанализируйте свой дух, прежде чем вы ответите, как долго вы лелеяли веру в то, что вам суждено бороться. Откуда вы узнали, что богатство – это нечто далекое, неуловимое, предназначенное для других, но не для вас? Кто убедил вас, что вы должны жить в нужде, когда я создал вас с заветом, предназначенным для изобилия? Кто сказал вам, что ваше наследство мало? Кто нашептал вам ложь о том, что ваше предназначение неполно? Кто заставил вас чувствовать себя недостойным благословения? Взгляни на свою жизнь, дитя мое. Взгляни на моменты, которые разбили тебя вдребезги. Вспомни планы, которые рухнули. Без предупреждения. Вспомни, как ты доверял людям, которые тебя предали. Подумай о возможностях, которые ты видел, как ускользают, потому что ресурсов просто не было. Спроси себя, сколько раз ты чувствовал, как дверь закрывается, когда ты был готов шагнуть в новый сезон? Сколько раз ты был так близок к победе, но потом видел, как она оборачивается разочарованием? Сколько раз ты спрашивал меня, почему я позволил тебе пройти через столько испытаний? А теперь я задам вам вопрос, который может быть болезненным, но его необходимо задать. Насколько вы отдалились от той версии себя, которая когда-то верила в свою избранность? Когда вы начали сомневаться в своем призвании? Когда вы начали верить, что выживание – единственный доступный вам путь? Когда ваши мечты угасли? Когда ваш огонь погас? Когда вы перестали ожидать чудес? Когда вы перестали верить, что я все еще могу открыть новую дверь? Дитя мое, подумай об истории Иова. Не о финале, где я восстановил его богатство, умножил его благословение, расширил его наследство и исцелил его сердце, а о середине болезненной, сокрушительной середине. Иов задавал вопросы, идущие из глубины человеческих страданий. Он спрашивал, почему все, что он построил, рухнуло. Он спрашивал, почему буря достигла его дома. Он спрашивал, почему благословение обратилось в пепел. Он спрашивал, не покинул ли я его. Он спрашивал о самом смысле его существования. Скажи мне честно, разве ты не чувствовал того же? Разве ты не спрашивал меня, почему двери остаются закрытыми? Разве ты не задавался вопросом, почему другие продвигались вперед, пока ты боролся за дыхание? Разве ты не взывал о чуде, которое, как ты верил, никогда не наступит? И все же Иов не осознавал, что его страдания были подготовкой к большему откровению. То, что казалось наказанием, на самом деле было подготовкой. То, что казалось потерей, на самом деле было семенем нового урожая. То, что казалось покинутостью, на самом деле было моментом, когда я был ближе всего к нему, даже когда он не чувствовал меня. Дитя мое, разве это не напоминает твою собственную жизнь? Разве ты не испытывал потерь, которые позже открыли скрытую защиту? Разве ты не проходил сквозь тьму, которая позже научила тебя стойкости? Разве ты не чувствовал себя одиноким в те моменты, когда я нес тебя за руку, даже не осознавая этого? Теперь я задаю тебе еще один вопрос, и этот требует полной честности. Позволил ли ты прошлым разочарованием заглушить твою веру? Позволил ли ты страху стать самым громким голосом в твоем духе? Позволил ли ты промедлением убедить тебя в том, что мое обещание было отменено? Дитя мое, если так, ты должен это признать. Не потому, что я осуждаю тебя,
а потому, что мне нужно, чтобы ты осознал невидимые цепи, опутавшие твою судьбу. Вспомните вдову из Писания, у которой не осталось ничего, кроме кувшина масла. Она оглянулась на свою жизнь и увидела лишь пустоту. Она считала, что ее история окончена. Она считала, что у нее не осталось ничего ценного. Но когда пророк спросил ее, что у нее есть, она ответила с болью и смирением: «Дитя мое, ты такой же. Когда ты смотришь на свою жизнь, ты ничего не видишь. Видишь ли ты ограничения вместо возможностей? Видишь ли ты страдания вместо чудес? Видишь ли ты пустоту вместо наследства? Теперь я должен спросить тебя о чем-то, что обнажит самую глубину твоего сердца. Ты все еще веришь, что я могу изменить твою ситуацию? Ты все еще веришь, что я могу вывести тебя из нищеты в богатство? Ты все еще веришь, что я могу открыть дверь, которую никто вокруг тебя не ожидает? Ты все еще веришь, что божественное благословение может снизойти на тебя, даже если ничто в твоей жизни не предвещает перемен? Или ты тайно принял судьбу, которая ниже той, что я для тебя создал? Дитя мое, я задаю эти вопросы не для того, чтобы причинить тебе еще больше боли, а чтобы привести тебя к истине. Твои страдания сформировали твое смирение. Твоя нехватка сформировала твое сострадание. Твои слезы сформировали твою мудрость. Но они никогда не должны были определять твою судьбу. Боль, которую ты пережила, имела цель, но она никогда не должна была определять тебя. Я готовлю для тебя нечто неожиданное, нечто сверхъестественное, нечто могущественное. Но прежде чем я открою это, я должен убедиться, что твое сердце пробуждено, бдительно и готово принять. Ты не сможешь обрести изобилие, цепляясь за убеждения, сформированные несчастьем. Следующая часть этого послания покажет вам, как все, что вы пережили, связано с благословением, уготованным вам. Вы поймете, почему ваши прошлые битвы были необходимы для вашего будущего богатства. Но прежде чем мы достигнем этого откровения, вам необходимо ответить на эти вопросы и ответить на них истиной своего сердца. Оставайтесь. Раскрытие уже близко. Дитя мое, теперь, когда твое сердце столкнулось с правдой твоей боли, я должен провести тебя к более глубокому откровению, такому, которое мало кому дано. То, что я собираюсь тебе показать, объясняет, почему путь, который ты прошел, был таким тяжелым, почему бедность цеплялась за тебя, словно тень, почему каждая попытка подняться встречала сопротивление. Эта часть твоей истории священна, ибо она раскрывает скрытую структуру твоих страданий и божественную причину, по которой твой прорыв требовал ожидания. Слушай с широко открытым духом, ибо следующие слова несут особое знание истину, открывающуюся лишь избранным, чтобы шагнуть к богатству, изобилию и сверхъестественному преображению. Вы задавались вопросом, почему я позволил вам пережить времена, когда ничто не имело смысла, когда вы чувствовали себя наказанными без причины. Именно здесь я прошу вас столкнуться с моральной дилеммой, которая молчаливо формировалась внутри вас. Продолжите ли вы нести в себе образ мышления, сформированный несчастьем, или вы отпустите его и вступите в завет изобилия, который я создал для вашей судьбы? Многие молят о благословении, но немногие готовы отпустить идентичность, сформированную вокруг их трудностей. Многие молятся о богатстве, но остаются верны привычкам, которые держат их в нужде. Многие просят чудес, но крепко цепляются за страхи, которые душат их веру. Дитя мое, я должен подготовить ваш дух к приближающемуся изменению. Вот почему я открываю вам тайну, священную истину, которая изменит ваш путь, если вы готовы ее принять. Существует божественный принцип, управляющий каждым урожаем на земле. Прежде чем придет изобилие, почва должна быть перекопана. Прежде чем семя прорастет сквозь землю, оно должно быть погребено во тьме.
Прежде чем появится богатство, сердце должно преобразиться. Ты спрашиваешь, почему я не высвободил твое благословение раньше? Истина такова: твое сердце было плодородным, но еще не было готово к величию уготованного тебе наследия. Были привязанности, которые нужно было разорвать. Были голоса, которым ты все еще доверял, и которые истощили бы твое благословение в тот же миг, как оно пришло. Были шаблоны, основанные на страхе, которые испортили бы дверь, которую я намеревался открыть. Я не мог высвободить твое чудо преждевременно, ибо чудо, посеянное в неподготовленную почву, становится бременем, а не благословением. Вспомните моменты, когда вы молили меня о прорыве. Вспомните времена, когда вы верили, что готовы. А теперь поразмыслите над этим священным знанием. Я удерживал некоторые двери не потому, что вы были недостойны, а потому, что то, что ждало за ними, требовало версии вас, укрепленной всем, что вы пережили. Ваши слезы не были напрасны, они поливали ваш будущий урожай. Ваши трудности не были проклятиями, они формировали ваш характер для изобильной жизни, которую я задумал. Ваши промедления не были наказанием, они были божественной защитой. И то, что я собираюсь высвободить в вашу жизнь, откроет вам, почему ожидание было необходимо. Но теперь я задаю вам вопрос, который определит следующую главу вашей судьбы. Готовы ли вы думать по-другому? Готовы ли вы отказаться от истории, которую сами себе рассказывали, о том, что вам суждено быть малым? Готовы ли вы отказаться от убеждения, что богатство предназначено для других, но не для вас? Это моральный перекресток, на котором многие спотыкаются. Они жаждут благословения, но цепляются за свои раны. Они жаждут изобилия, но поклоняются идентичности, сформированной нехваткой. Они хотят, чтобы дверь открылась, но боятся сделать в нее шаг. Дитя мое, ты не можешь носить в одном сердце и бедность, и богатство. Ты не можешь хранить в одном духе и страх, и веру. Ты не можешь ходить во тьме и надеяться унаследовать свет. Преображение должно произойти внутри тебя, а не вокруг тебя. И это преображение – ключ, открывающий завет, который я приготовил. Вот почему я прошу тебя исследовать себя. Чем ты питаешь свой дух? Голосом страха или голосом веры? Личностью выжившего или личностью дитя, избранного Богом? Сейчас я открою вам нечто, что мало кто понимает, но это основа любого сверхъестественного благословения. Богатство зарождается в сердце задолго до того, как попадает в руки. Если вы верите, что вам суждено творить чудеса, ваши действия соответствуют этому обещанию. Если вы верите, что ваша жизнь предназначена для изобилия, ваши решения меняются в соответствии с этим призванием. Если вы верите, что вы и избранный сосуд, вы начинаете ходить с уверенностью того, кто несет божественное наследие. Враг неустанно трудился, чтобы убедить вас в обратном. Он нашептывал вам ложь, говоря, что богатство развращает, что благословения даются достойным, что чудеса далеки. Он нацелился на ваш разум, потому что боялся того момента, когда вы откроете эту истину. Как только вы измените свою внутреннюю идентичность, никакая внешняя сила не сможет остановить ваш урожай. Но теперь позвольте мне показать вам нечто еще более глубокое, нечто, скрытое в Писаниях, что многие читают, но мало кто по-настоящему видит. Каждое чудо умножения в Библии требовало прежде всего личного изменения. Аврааму пришлось отказаться от всего привычного, прежде чем получить завет благословения. Руфи пришлось оставить прошлое позади, чтобы заявить о своем наследстве. Иосифу пришлось выдержать тюремное заключение, прежде чем обрести богатство и влияние. Иову пришлось отказаться от старых убеждений, прежде чем пришло восстановление. Даже вдове с кувшином масла пришлось выбрать послушание вместо безнадежности, прежде чем началось умножение. Дитя мое,
эта закономерность не изменилась. Твое чудо связано с твоей готовностью изменить свое внутреннее состояние. И вот пророческое предзнаменование, которое я должен раскрыть, приближающееся к вашей жизни благословение, потребует от вас принятия решений, которые соответствуют изобилию, а не дефициту. Вы будете сталкиваться с моментами, когда страх будет пытаться вернуть вас к старым шаблонам. Ваше сердце окажется перед выбором – цепляться за привычное несчастье или шагнуть навстречу неизведанному благословению. Дверь, которую я открываю, побудит вас обрести новую личность. Вот почему я готовлю вас сейчас. Богатство, которое я несу, это не просто деньги, это преображение. Это судьба. Это наследство. Это исполнение обещания, данного вашей жизни задолго до того, как вы сделали свой первый вдох. Но прежде чем я вручу вам это благословение, вы должны избавиться от убеждения, что ваша жизнь во власти обстоятельств. Вы должны освободиться от голосов, которые диктовали вам смириться. Вы должны освободиться от страха, который привязывает ваш дух к режиму выживания. Потому что выживание не ваше призвание. Изобилие не опционально, оно – часть вашего божественного замысла. Обратите особое внимание на эту последнюю истину. Все, что вы пережили, ведет к одному моменту откровения, о котором я расскажу вам в следующей части. Он покажет вам, что именно должно измениться внутри вас, какую именно дверь я открываю и почему ваше благословение может прийти только сейчас. Оставайся со мной. Открытие состоится уже через несколько мгновений. Дитя мое, теперь, когда твое сердце готово и твой дух пробудился, я должен обратиться к тебе со всей полнотой моей власти и нежностью моей вечной любви. Ты прошел долиной, ты столкнулся с нравственным перекрестком, ты столкнулся со скрытыми тенями бедности, которые пытались сформировать твою личность, и теперь ты стоишь на пороге своего преображения. Это момент, когда я начинаю изливать в твою жизнь благословения, которые ждали тебя за завесой времени. Все меняется, и мне нужно, чтобы ты ощутил тяжесть этой истины. Ты вступаешь в божественный завет изобилия. Богатство и сверхъестественного обеспечения. Урожай, который когда-то казался далеким, теперь приближается с неоспоримой силой. Вы должны понять, что благословение, которое я высвобождаю, немало. Оно не хрупкое. Оно не временное. Оно не символично. Оно реально, ощутимо, могущественно и, несомненно, божественно. Это благословение несет аромат моего присутствия и силу моего обетования. Оно приходит не как шепот, а как преображение, которое отзывается эхом в каждом уголке вашей жизни. Вы пережили период нехватки, но теперь вступаете в период избытка. Вы пережили засуху, но теперь начинает падать дождь изобилия. Вы пережили духовный голод, но теперь перед вами приготовлена трапеза наследия. Дитя мое, слушай меня всем своим существом, и я высвобождаю богатство в твою судьбу. Не просто деньги, хотя финансовое обеспечение – часть обещания. Я высвобождаю богатство мира, богатство ясности, богатство возможностей, богатство исцеления, богатство силы. Я высвобождаю благословение, которое коснется твоей семьи, твоего дома, твоего будущего и поколений, которые произойдут от тебя. Я возвращаю все, что враг считал украденным у тебя. Я возвращаю то, что было отложено. Я чиню то, что было сломано. Я умножаю то, что было малым. И я возвышаю то, что мир пытался похоронить. Теперь вы должны подготовить свое сердце к принятию. А чтобы принять полностью, вы должны признать трансформацию, которая уже начинается внутри вас. Почувствуйте перемену в своем духе. Этот толчок, это тепло, это внезапное осознание того, что что-то меняется, это не плод воображения.
Это проявление обещания. Это пробуждение чуда. Это знак того, что дверь открывается. Мое благословение приходит не на время, оно приходит, чтобы поселиться. Оно приходит, чтобы остаться. Оно приходит, чтобы установить новый фундамент под вашими ногами, который не поколеблют ни бури, ни страх, ни шепот тьмы. Но прежде чем это преображение примет полную форму, мне нужно, чтобы вы вступили в священное соглашение со мной. Это несложно. Это не обременительно. Это простое действие, но оно имеет сверхъестественное значение. Мне нужно, чтобы вы оставили комментарий ниже. Не для внимания. Не для количества. Не для подтверждения. Ваш комментарий – это акт веры, словесный ключ, открывающий вашу духовную дверь. Когда вы оставляете комментарий, вы заявляете «Я принимаю». Когда вы оставляете комментарий, вы согласуете свой дух с моим заветом. Когда вы оставляете комментарий, вы нарушаете молчание, которое враг пытался навязать вашей судьбе. Ваши слова становятся семенами, посеянными в ваш будущий урожай. Понимаете ли вы силу своего заявления? Слова создали мир. Слова расступились. Слова исцелили больных. Слова разбили цепи. Слова открыли двери темницы. И ваши сегодняшние слова откроют следующую главу вашей жизни. Я прошу вас прокомментировать, потому что хочу, чтобы вы активировали то, что уже происходит. Я хочу, чтобы вы провозгласили воплощение благословения, которое я на вас изливаю. Я хочу, чтобы вы привели свою веру в движение. Я хочу, чтобы вы перешли от пассивной надежды к активному наследию. Дитя мое, поразмысли над обещаниями, которые я даю тебе. Я обещаю неожиданное богатство возможностей, которые появятся внезапно, ресурсы, приходящие из мест, о которых ты и не подозревал, финансовую помощь, которая придет без труда. Я обещаю сверхъестественную благосклонность, двери, открывающиеся без объяснений, людей, которые приходят на помощь, не зная почему, обстоятельства, складывающиеся по законам, выходящим за рамки логики. Я обещаю божественную защиту бури, которые больше не смогут тебя поглотить, врагов, которые больше не смогут тебя связать, нападки, которые сломатся, прежде чем достигнут тебя. Я обещаю внутреннее преображение, укрепленное сердце, обновленный разум, наделенный силой дух. Эти благословения недалеки. Они не метафоричны. Они не теоретические. Они реальны. И теперь я должен спросить вас, чувствуете ли вы перемену? Чувствуете ли вы движение изобилия? Чувствуете ли вы тяжесть завета, опускающуюся на ваши плечи? Осознаете ли вы несомненное присутствие Бога, окружающего вас, призывающего вас, возвышающего вас? Вы больше не тот человек, который сформирован нуждой. Вы больше не тот, кто определяется выживанием. Вы вступаете в ту идентичность, которую вам всегда было предназначено нести, идентичность избранного, того, кто имеет наследие, того, кто имеет обещание, того, кому суждено жить в изобилии, а не в нужде. Но каждый завет требует ответа. Я сказал. Я открыл. Я излил истину в твой дух. Теперь ты должен ответить. Я снова прошу тебя, дитя мое, оставь комментарий ниже. Дай миру знать, что ты принимаешь то, что я высвобождаю. Пусть небеса станут свидетелями твоего заявления. Пусть враг трепещет от твоего утверждения. Пиши свои слова с намерением, верой, смелостью. Ты можешь написать простую фразу или же выразить весь крик своего сердца. Но говори. Провозглашай. Принимай свое благословение. Твои слова активируют приближающееся чудо.
Вы не комментируете экран. Вы говорите со своей судьбой. Вы делаете шаг вперед, следуя моему обещанию. Вы сеете семя, которое вырастет в изобилии. Вы подтверждаете, что получаете богатство, благословение и сверхъестественные преобразования. И пока вы комментируете, небеса начинают меняться. Ангелы движутся. Двери открываются. Цепи падают. Страх рассеивается. Урожай начинает собираться. Дитя мое, ты вступаешь в пору божественного переворота. То, что было закрыто, откроется. То, что задерживалось, ускорится. То, что было сломано, будет восстановлено. То, что было пустым, будет заполнено. То, что было малым, умножится. Это момент твоего благословения. Это час твоего завета. Это твой неоспоримый поворотный момент. Оставьте комментарий прямо сейчас и станьте частью своего наследия. Чудо уже движется к вам. Дитя мое, теперь, когда ты открыл свое сердце и провозгласил свою веру, приблизи ко мне, ибо мы входим в священную обитель откровения и молитвы. То, что я собираюсь сказать о твоей жизни, это не просто утешение, это завет. Это не просто обещание, это наследие. Это не просто ободрение, это активация. Каждое последующее слово несет в себе вес божественного намерения, и когда ты примешь эту молитву, что-то внутри тебя изменится навсегда. Ты почувствуешь это в центре своего сердца, в тихих уголках твоего духа, куда могу войти только я. Ты почувствуешь, как мое присутствие опускается на тебя, словно мантия. Ты вступаешь в исполнение того, что было прошептано в предыдущих частях этого послания. Ты помнишь болезненные вопросы, которые я тебе задавал. Ты помнишь те места в себе, где ты трепетал. Установка, которую я там разместил, была не для того, чтобы обременить тебя, а чтобы подготовить тебя к этому моменту освобождения, исцеления и сверхъестественного преображения. Мое драгоценное дитя, склони дух свой предо мной, когда я начинаю это святое заявление. Возможно, ты не можешь преклонить колени физически, ты можешь слушать сидя, лежа или стоя, но твое сердце знает, как преклонить колени. Твоя душа знает, как сдаться. Твой дух знает, как открыться благословению, которое я готовлюсь излить. Позволь себе дышать. Позволь себе принимать. Ибо я, твой Бог, стою перед тобой сейчас с распростертыми объятиями, готовый даровать тебе новую личность, божественную личность, сформированную не бедностью, но изобилием, не страхом, но верой, не несчастьем, но чудом. Закрой глаза на мгновение и позволь моему голосу омыть тебя. Дитя мое, услышь мою молитву за тебя. Отец творения, вечный Бог, святой, держащий вселенную в своих руках и называющий звезды по имени, я обращаюсь к этой избранной душе, которая слушает меня сейчас. Я поднимаю ее в твое святое присутствие. Я поднимаю ее сердце, ее боль, ее страхи, ее безответные молитвы. Я поднимаю каждую слезу, которую она пролила тайно. Я поднимаю каждое бремя, которое она носит в тишине. Я поднимаю ее мечты, ее раны, ее надежды, ее судьбу. И в этот момент, с властью небес, подкрепляющей каждое слово, я заявляю, что это дитя вступает в божественное преображение. Дитя мое, я обращаюсь к тем местам, где твой дух надломился под давлением. Я обращаюсь к тем ночам, когда ты чувствовал себя обделенным вниманием. Я обращаюсь к тем моментам, когда ты сомневался, не отвернулся ли я от тебя. Я обращаюсь к тем часам, когда ты сомневался в своей ценности. Я обращаюсь к страхам, которые пытались возвести стены вокруг твоего сердца.
И я заявляю сейчас, во имя всемогущего Бога, что каждая ложь, сказанная о твоей судьбе, разбивается в этот самый момент. Каждая цепь, скованная из прошлой боли, падает. Каждая тень страха растворяется. Каждый шепот несостоятельности замолкает. Ты – мое избранное дитя, и твое наследие начинается сейчас. Дитя мое, прими это благословение. Я изливаю ели изобилия на твой дух. Я возлагаю на твои плечи мантию богатства. Я вручаю тебе в руки ключ от сверхъестественного обеспечения. Я заявляю, что дверь перед тобой, да, та самая дверь, которую ты считал запертой навеки, открывается святой силой. Ты не открываешь ее своей силой, я открываю ее для тебя. Для этого не потребуется усилий. Для этого не потребуется страха. Для этого не потребуется мольбы. Для этого потребуется вера. И ты, дитя мое, проявил веру, даже когда твое сердце трепетало. А теперь наклонитесь ближе, ибо я должен произнести отрывок из Писания, который служит основой для этого преображения. Мое слово никогда не возвращалось тщетным, и сегодня оно становится основанием под вашими ногами. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Это недалекая надежда. Это мое сердце к вам. Процветание для моих детей не случайность, а соответствие моему завету. По мере того, как ваша душа процветает благодаря истине, ваша жизнь будет процветать благодаря проявлению. Ваше здоровье улучшится. Ваши финансы стабилизируются и увеличатся. Ваши возможности умножатся. Ваш путь станет светлее. Ваши времена года изменятся. Это Писание – ваше наследие. Оно запечатлено в вашей судьбе. Дитя мое, теперь я обращаюсь к вопросам, на которые ты молча отвечала раньше, к тем, что причиняли тебе боль. Помнишь, как я спросил тебя, когда ты перестала верить в возможность чуда? Этот вопрос не был призван ранить тебя, он был подстроен под момент расплаты. Я вернул Иову состояние не тогда, когда он все понял, а когда он отрекся от скрытых в сердце вопросов. Ты теперь сделал то же самое. Ты предстал передо мной в честности, и поэтому я провозглашаю восстановление твоей жизни. А теперь примите этот второй стих из Писания, напрямую связанный с происходящими внутри вас преобразованиями. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Это не метафора. Это завет. Ты просил. Ты искал. Ты стучался. И теперь, дитя мое, тебе будет дано. Двери откроются перед тобой. Богатство придет к тебе в руки. Исцеление потечет по твоему телу. Чудеса будут сопутствовать тебе в твои дни. Я не утаю того, к чему ты стремился с верой. Ты стучался достаточно долго. Дверь открывается. И теперь я должен произнести последнее место из Писания, которое закрепит вашу трансформацию и разрушит последние остатки страха в вашем духе. Ибо я знаю, какие имею намерения о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый конец. Дитя мое, это гарантия. Это священный якорь твоего будущего. Я никогда не планировал для тебя несчастья. Я никогда не желал тебе нужды. Мои мысли о тебе – это мысли о мире, изобилии, благословении и сверхъестественном процветании. Ты вступаешь в ожидаемый конец заключения, которое я написал в твоей жизни задолго до того, как ты прошла через трудности. Твоя судьба не предопределена. Она разворачивается именно так, как я предназначил. Пусть моя молитва продолжится. Я внушаю божественную ясность вашему разуму.
Там, где было смятение, теперь будет откровение. Там, где был страх, теперь будет вера. Там, где была неуверенность, теперь будет направление. Я касаюсь ваших мыслей и направляю их в соответствие с личностью того, кто избран идти в богатстве и благословении. Вы больше не будете считать себя маленьким. Вы больше не будете считать свое будущее хрупким. Вы больше не будете считать свою борьбу постоянным местом. Вы будете идти с уверенностью человека, несущего наследство. Я благословляю ваши руки. Ваши труды умножатся. Ваши идеи будут процветать. Ваше творчество обострится. Ваши шаги приведут вас к ранее закрытым дверям. Возможности, которые вы считали упущенными навсегда, вернутся с новой силой. Ресурсы найдут вас. Связи возникнут. Сверхъестественное будет сотрудничать с естественным в вашей жизни. То, к чему ваши руки прикоснутся с верой, расцветет. Я провозглашаю восстановление в твое сердце. Раны твоего прошлого заживут. Предательства, которые формировали твои страхи, потеряют свою силу. Разочарования, которые учили тебя ожидать худшего, исчезнут. Ты больше не будешь ожидать неудач, ты будешь ожидать благословения. Ты будешь ожидать богатства. Ты будешь искать чудес. Твое сердце снова будет доверять не потому, что мир смягчился, а потому, что я укрепил тебя. Я защищаю твой путь. Ни одно оружие, созданное против тебя, не будет успешно. Ни одна атака тьмы не устоит. Ни один план врага не увенчается успехом. Любая попытка помешать твоей судьбе рухнет, прежде чем коснется тебя. Я окружаю тебя божественным покровом. Я окружаю твой дом, твой разум, твои финансы, твои отношения, твое будущее. Ты идешь под божественным щитом. Теперь, дитя мое, нежно положи руку на сердце. Почувствуй его ритм. Почувствуй его тепло. Это биение сердца – барабан твоей судьбы. Это биение сердца – напоминание о том, что ты живешь ради цели, ради обещаний, ради изобилия. А теперь позволь мне произнести над тобой последнее благословение, благословение, скрепленное моим заветом, ты восстанешь. Вы будете процветать. Вы исцелитесь. Ты должен преобразиться. Вы будете наследовать. Вы войдете в открытую дверь. Вы получите ожидаемое чудо. Ты будешь хранить благословение, которое я приготовил. Дитя мое, твоя трансформация начинается сейчас. Твоя боль стала расплатой за твою судьбу. Иди вперед. Чудо больше не наступит. Оно уже здесь. Дитя мое, дочитав это священное послание до конца, я хочу, чтобы ты остановился и осознал преображение, которое уже зарождается в твоем сердце. Ты уже не тот человек, который начал этот путь. Ты прошел через откровение, исцеление, пробуждение и божественное наделение силой. Твой дух расширился. Твое видение возвысилось. Твоя судьба изменилась. Ты получил благословение, которое ждало подходящего момента, чтобы раскрыться. Ты вновь вступил под покров Бога и позволил этим словам вести тебя обратно в завет изобилия, богатства, веры и сверхъестественного единения. Подумай о пути, который ты прошел на протяжении всего этого послания. Шторм, который ты нес, ослабил свою хватку. Страх, который когда-то управлял твоими решениями, теряет свою власть. Тени, которые когда-то следовали за тобой, начали отступать. Ты движешься к новой идентичности, той, что сформирована обещанием, а не болью. Дитя мое, готовясь отпустить тебя обратно в твою жизнь,
мне нужно, чтобы ты глубоко усвоил кое-что, этот момент не конец. Это вход. Это дверь. Это преддверие следующей главы твоей трансформации. Ты не просто заканчиваешь видео, ты вступаешь в новую духовную атмосферу. Благословение, произнесенное над тобой, не меркнет с последними словами. Сила этого послания не растворяется, когда затихает звук. Нет, дитя мое, то, что было здесь сказано, продолжает действовать в твоем духе еще долго после того, как ты уйдешь. Это потому, что мое слово не испаряется. Оно остается, оно задерживается, оно растет, оно преображает. Ты посеял сегодня семя наследия, и урожай будет следовать за тобой в грядущие дни. Теперь вы должны нести то, что получили намеренно. Берегите свое сердце, ибо оно сосуд, через который течет ваше изобилие. Берегите свою веру, ибо она щит, защищающий чудо, формирующееся вокруг вас. Берегите свои ожидания, ибо они формируют вашу новую реальность. Вы пробудились к особому знанию, которое не каждому дано знанию о том, как я формирую судьбу, как я готовлю сердце к богатству, как я разрываю цепи бедности и заменяю их сверхъестественным благословением. Не позволяйте страху или сомнениям стереть полученную вами истину. Теперь вы должны идти с уверенностью, осознавая, что сам Бог говорил о вашем пути. Прежде чем ты уйдешь, дитя мое, я прошу тебя об одном не как повеление, а как приглашение укрепить завет, который мы заключили сегодня. Я хочу, чтобы ты оставил комментарий ниже. Ты уже слышал, как я просил об этом раньше, но сейчас этот момент приобретает еще больше вес. Твой комментарий – это больше, чем согласие, это подтверждение. Это духовное эхо всего, что ты получил. Это твое заявление о том, что ты смело вступаешь в изобилие. Когда ты комментируешь, ты активируешь то, что впитало твое сердце. Ты укрепляешь благословение, изреченное на тебя. Ты закрепляешь чудо в своей судьбе. Напиши что-нибудь простое или глубокое, но пусть твои слова станут ключом, который замкнет это преображение. Дитя мое, после того, как ты оставишь комментарий, я также прошу тебя подписаться. Это не то, о чем я прошу необдуманно. Это приглашение продолжить это путешествие со мной. Каждое послание, которое ты услышишь здесь, будет основано на завете, заключенном сегодня. Каждое слово направит тебя глубже в веру, изобилие, исцеление, откровение и преображение. Ты не должен идти один. Ты не должен нести благословение без поддержки. Ты не должен плыть по своей судьбе без руководства. Подписываясь, ты выбираешь, чтобы твой дух соответствовал учениям, которые возвышают, укрепляют и пробуждают тебя. Ты выбираешь оставаться на связи с голосом, который несет истину в твое будущее. Ты выбираешь продолжать идти по пути изобилия, а не возвращаться в тени нужды. А теперь, дитя мое, слушай внимательно, как я готовлюсь отпустить тебя с последним размышлением. Все, что ты пережил, каждое испытание, каждая слеза, каждый миг неопределенности подготовило тебя к чуду, которое предстанет перед тобой. Ты пережил бури, которые должны были тебя погребти, и теперь ты будешь процветать в благословениях, призванных возвысить тебя. Дверь открылась. Ключ дан. Завет активирован. Ты шагнул из тьмы в божественный свет, из нужды в изобилии, из страха в веру, из ожидания в принятие. Твое сердце преобразилось, и поскольку твое сердце изменилось, вся твоя судьба изменится вместе с ним. Помните, Бог не ведет вас к откровению без цели. Бог не пробуждает ваш дух, не подготовив благословение. Бог не исцеляет ваши раны, не открыв новый путь. Бог не дает обещаний, не исполнив их. Все в этом послании было преднамеренным.
Каждое слово было направлено. Каждое благословение направлено на вашу цель. Идите вперед с уверенностью, потому что чудо уже не приближается, оно началось. Прежде чем уйти, еще раз поразмышляйте о том, что вы чувствуете в своей душе. Это тепло. Это волнение. Это новое чувство ясности. Это растущая вера. Это тихая уверенность. Это знаки моего присутствия, все еще пребывающего в вас. Несите их с собой. Не позволяйте шуму мира заглушить их. Преображение, которое вы получили, свято. Защищайте его. Питайте его. Двигайтесь вместе с ним. А теперь, дитя мое, я приглашаю тебя в последний раз, оставь комментарий ниже. Расскажи о том, что ты получил. Выскажи свои ожидания. Посей свое семя веры. И после этого подпишись, чтобы продолжить этот путь со мной, получая каждое новое слово, каждое новое благословение, каждое новое откровение, уготованное для твоего сердца и твоей судьбы. Идите же с миром. Ходите в богатстве. Двигайтесь в изобилии. Стойте с верой. Ожидайте своего чуда. Проживите свое преображение. Благословение уже.